когда тебе, тебе говорят, что у них происходит, но с тобой как бы какие-то вещи, они были, но трактовка у людей, у них идет у каждого своя. И, понимаете, нужно понять, что человек имеет в виду, что у него происходило. Как бы разгадать этот ребус, чтобы понять, чтобы ему подсказать. Вот с какими вопросами сталкиваешься. Но это нужен опыт, это нужны знания. И знаний немало, я вам скажу, потому что вопросы абсолютно разные. Абсолютно разные. Даже те, с которыми ты раньше и не сталкивался, вот даже такой простой вопрос, а можно ли делать в тревожном расстройстве операцию? Даже вот такие вопросы задают, понимаете? Вот. Ну, это все опыт, все приходит с опытом, как бы, тем более я сам через это прошел, поэтому многое беру из себя путем анализа, ставлю себя на место человека, чтобы понять мне, что он имеет в виду и что с ним происходит, чтобы ответить на вопрос того, кто находится в экране напротив меня. Вот. Поэтому, ну, конечно, знание, что как происходит, что как устроено, какие причинно-следственные, какая взаимосвязь, какие процессы проходят в том или ином моменте и как это работает. Вот это основные знания, как бы, что я называю стержень. Стержень. Знать стержень, а дальше уже идет, как вам сказать, это склад твоего мышления, мозга. Склад мозга от твоих знаний, ты собираешь у себя в мозгу вот эти ребусы. Ребусы именно из знаний, плюс еще через это проходя у тебя остается опыт. И вот это все ты слаживаешь, анализируешь и человеку даешь ответ. Здравствуйте, спасибо вам за ваш труд. Расскажите этапы выхода из тревоги, пожалуйста. Понять, что ничего тебе не угрожает. Руминация, отвлекаться от сканирования своего состояния. Что дальше? Смотрите, вам нужно понять один момент. Там по отдельности как бы не бывает, просто что-то может доминировать, но все равно остальное все будет ходить вместе с вами одновременно. Это как гладиатор, на которого с разных сторон нападают, и тебе приходится отбиваться то от одного, то от второго, от третьего. Вот. Все говорят, составьте программу. Да, это называется программой. Мы вот, кстати, сейчас с моим коллегой сформировали программу. Ну, я по памяти попробовал ролики выстроить именно как оно происходило, но дело в том, что там все идет одновременно. Например, тревога, депрессия, навязчивые мысли, там тебя давит кардионевроз, оно как бы по большому счету все идет одновременно. Просто где-то в приоритете одно что-то, ты отрабатываешь, тут же второе. Только отработал третье. И вот так оно крутит. И поэтому, как вам сказать, четкости, чтобы сказать, вот с депрессией работаешь так. Но при депрессии там как тебе эмоционально давит, так у тебя идут вот эти мысли негативные, понимаете? Вот такие вещи происходят. И там нужно работать и со своей подавленностью, и с этими мыслями. И потом как бы мысли тебя давит, понимать, как это работать, что делать, какие приемы применять. Четкости самого, вот, чтобы сказать, вот, делайте вот так. Там все идет взаимосвязки. В депрессии понимать, что такое эмоция, для чего. Эмоция при депрессии нужно учиться вызывать у себя эмоцию радости. Потому что
нас подавляет что? Нас подавляет нехватка серотонина. Вот это придавленное наше состояние, это нехватка серотонина в мозгу. Понимаете, мы долгое время были в стрессе, и наш мозг, он считал с нас, мы не радуемся, нам радость не нужна, и он начинает понижать серотонин. И вот это понижение серотонина, оно у нас продолжалось долгое время, понимаете? И чтобы его вернуть обратно, вот этот серотонин, также нужно определенную продолжительность времени, чтобы его у себя восстановить. Вот, поэтому используешь разные способы, но ты начинаешь работать постепенно, понимая, как мы устроены, как у нас происходят эти процессы. Вот эту причинно-следственную взаимосвязь. Понимая это, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Например, если человек не знает при депрессии, ему говоришь, ну, хохочи. А он не может хохотать. Вот. Я реально не мог смеяться. У меня за долгое время забыл, что такое смех. Я начинал вот с улыбки. Вот я натягивал. Но я понимал, для чего я это делаю. Я понимал, что смех это как бы нам природой данный антидепрессант. И что смех у человека вызывает всплеск выработки серотонина. И поэтому я это делал. Если человек не знает, ему говоришь, ну вот хохочи, а для чего? Вот он же не понимает, для чего нужно улыбаться и сколько это нужно улыбаться и хохотать, понимаете? Поэтому программу мы составили, но там будет, скорее всего, вам нужно будет искать, как бы идти по роликам и смотреть то, что у вас происходит на данный момент. И уже считывая с ролика, вы видите в ролике себя, и там есть объяснение, что и как делать, и вы начинаете это применять. Вот скорее всего этот момент, он будет происходить вот так. Это в роликах находишь, видишь себя, то, что у тебя происходит на данный момент, и начинаешь применять мои рекомендации, которые я объясняю и доношу в ролике. Вот, скорее всего, вот это так работа будет. Будет вот так работа. Да, там есть такие моменты, что начинается, кто-то уже в депрессию упал, у кого-то там панические атаки, понимаете, будут происходить панические атаки. Оно все начинается с панических атак, но оно потом вкручивает, и ты как бы начинаешь клубочек этот раскручивать обратно. И поэтому во всех будет просадка разная. Кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то будет все, у кого-то будет частично. У меня было все, потому что я весь этот негативный курс прошел до, как говорят, до конца полностью. Уже с последней стадии хронической боли, и потом уже полностью вваливание пошел в депрессию. Настоящую депрессию, а не ту, что описывают люди. Вот он захандрил, у него немножко там настроение упало, и он говорит, ой, я в депрессии. Это никакая не депрессия, просто люди не понимают, что такое депрессия. Депрессия это когда тебя давит так, что ты так жить тебе не хочется. И у тебя ты захвачен постоянно негативными мыслями, и мысль так влияет на тебя, что тебя вот просто давит. Это тяжело описать, это нужно ощутить, потому что это эмоция подавленности, понимаете? Есть такие вещи, которые тяжело обрисовать, описать языком. Это нужно прочувствовать. Как в пробках идет тревожность, такая аж выбежать охота. То же самое в лифте. Так, мы из СССР, мы тоже из СССР. Смотрите, лифт это как бы, ну, все относится социофобия. Лифт закрытое помещение, лифт для вас получается триггером.
когда входите в лифт как тренируется наш мозг? Боишься пса, иди к псу, к собаке. То есть, входя и выдерживая ситуацию, вас начинает накрывать страх. Страх производит тревогу. Чем сильнее страх, тем сильнее тревога. Ты начинаешь выдерживать ситуацию. Терпишь, терпишь. Сначала начинайте с лифта, например, проехать 2 пролета. Проезжаете 2 пролета, тревогу выдерживаете, но не убегаете, не выскакиваете. Выходите. Потом вот этот момент повторяете снова. Снова там, например, 2 этажа проезжаете. И потом можете увеличить этажность, уже 3 этажа, потом 4. Постепенно страх и тревога начнет ослабевать, потому что убеждение точно так формируется от поведения. Поведение, проговаривание и поведение формирует наше убеждение. Если вы выскочили с лифта, от страха выскочили, в мозгу зафиксировалось, что здесь опасно, он так запомнил. И следующий раз, когда вы снова в лифт входите, это называется триггер. Он снова, мозг начнет тревожиться, потому что у нас здесь он это зафиксировал, как это опасное для нас место. Вот как оно происходит. Ситуацию выдерживаешь, терпишь. У меня был такой момент, у меня был страх ездить, и я помню, едешь на машине, сбоку на пассажирском сидении, на пассажирском сидении, и тебя выкручивает так, вот у меня аж спина дугой становилась, вот тебя так спазмирует, настолько тревога, вот этот страх, от страха идут сильные спазмы наших мышц, что у меня спина вот дугой аж становилась, но я выдерживал. И помню, до того, как начал заниматься КПТ, где мне начали объяснять, что, как происходит и что делать, у меня был такой момент на дальнее расстояние, когда мы ехали, я за рулем не ездил, а как бы всегда был пассажиром. То я просил родственника, чтобы он остановился, выскакивал на обочину, начинал отжиматься, либо приседать. Когда меня немного отпускало, я снова садился и снова до следующего вот такого, скажем, такой панической атаки. Потом снова я кричал: стой, он останавливался на дороге. Это сейчас мне смешно, но на то время было не до смеха. Поверьте, когда от тебя гонит страх, когда вот у тебя тело ломает, а уже тело настолько твое устало, вот эти мышцы от перенапряжения, они уже болят, у тебя болит все тело, тебя крутит, вот такая невыносимость, и ты постоянно вот в этом кошмаре живешь, понимаете? Вот ты живешь в круглосуточном кошмаре, где нету вот ни на минутки отдыха, ты постоянно в кошмаре. Вот. Так. И да, еще вопрос. Про программу расскажи. Подождите, еще как бороться в пробках. В пробках, смотрите, в пробках это очень распространенный такой эпизод многих. Есть нетерпение, понимаете, нетерпение, возникает вот как бы напряжение, потому что тебе как бы быстрее надо. Вот твой мозг бегит, и оно еще такой момент, это будет связано с должествованием. Ты все время торопишься, и вот мне надо успеть туда, мне надо успеть. Ты мысленно уже где-то, может быть такой момент, мысленно тебе уже какую-то задачу надо решать, а ты вот здесь застрял, и твое видение не стыкуется с этой ситуацией, потому что ты опаздываешь, у тебя вот пошла вот эта тревожность, напряжение. Здесь нужно уметь переключить мозг вот от этого думания. Переключение мы спокойны, когда мы находимся в моменте здесь и сейчас. Вот руль, вот музыка, вот магнитофон, вот соседняя машина с девушкой стоит, либо у девушки с мужчиной. Вот то, что вокруг вас. Вот туда нужно переключаться.
когда мы переключаясь в момент здесь и сейчас, все, мы не тревожимся. Человек как бы не тревожится только в тот момент, когда он находится вот здесь и сейчас, потому что как бы волноваться не за что, ситуации нету. А когда мы вот бегаем вперед, мы не успеваем, вот здесь и возникает такое напряжение. Поэтому учитесь переключаться, отвлечь мозг вот от этого думания вперед, а направьте свой мозг на то, что есть в данный момент вокруг вас. Вот туда его сосредотачивайте. И вот так постоянно тренируйтесь. Чем больше будете тренироваться, тем лучше будет получаться. Вот как это работает. Так, антидепрессанты могут помочь. Да, могут помочь. Могут помочь, но не всегда. Почему? Почему? Потому что антидепрессанты, скорее всего, не всегда помогают, потому что их нужно уметь подобрать. Хотя мы люди все внешне одинаковые, физиологически одинаковые, но все равно мы все индивидуальны, потому что у каждого организм свой, и он индивидуален. Одному подходит то, что одному подходит, второму не подходит. Понимаете, как это работает? Поэтому антидепрессанты нужно подбирать, но, как правило, у нас это не делают. У нас выпишут и иди пей, все, как бы свободен. Вот. Подборкой. Также они могут как сыграть на плюс, так могут сыграть на минус. Кого-то там седируют, а кого-то наоборот антидепрессант разгоняет. Но есть еще такой интересный психологический момент. Вот у меня был это страх перед препаратами. И зачастую ты можешь его как бы полностью не видеть, потому что ты не обращал внимания, а у тебя формируется такое убеждение, что препараты для меня опасны. Почему? Потому что люди в тревожном состоянии перед употреблением препаратов, как правило, начинают читать побочки. И там, когда разворачиваешь вот этот целую рукопись, там такая целый лист, как рукопись, там как начнут перечисляться побочки, и когда ты уже это прочитаешь, ты себе усиливаешь тревогу, и тебе уже страх перед этим антидепрессантом, и ты уже думаешь, да ну его в баню. Я сколько раз покупал, вот ты покупаешь, вот тебе выписывают, и все, да, летишь в эту аптеку, все, там деньги, все берешь, домой прилетаешь, считаешь, а потом раз эту таблетку пить, не пить, не, ну его нафиг. Все, ее там в тумбочку эту ставишь, и вот так за годы собираешь, и у тебя там этих препаратов стоит куча, и потом срок годности выходит, ты новое покупаешь, у тебя тоже срок годности выходит, и вот так цикличность такая постоянная. А кто-то наоборот пьет и боится бросить препараты. Это тоже получается как бы психологическая зависимость, понимаете? Почему? Потому что человек, когда пьет препараты, ему легче, и вот ближе срок ему как бы подходит по окончанию употребления антидепрессантов, и у него в памяти воспоминания начинают появляться, как ему было плохо без препаратов. И все, и у человека страх прекратить пить препараты, оно вот работает как триггерно. Все, у него, вот он только подумает, чем ближе срок там, например, заканчивания приема этих препаратов, там он отпил полгода, и вот уже полгода как бы проходит, и к нему мысль приходит. Ой, а вот если я брошу, и будет как тогда, и все, и у него снова начинает как бы раскручиваться тревога. Чем ближе срок окончания приема препаратов, тем вот оно, все, тревога начинает подниматься. И вот так зачастую люди, они всю жизнь пьют вот эти антидепрессанты. Вот как оно все работает.
Но это получается как бы психологическая зависимость, потому что у человека нету других приемов работы вот с тем, что с ним происходит. Кроме таблеток, у него, кроме препаратов, у него нету навыков. Вот тех навыков, которые дает КПТ, а когда ты получаешь эти навыки, они развивают уверенность. А когда у тебя нету навыков, то, конечно, у тебя это вызывает страх, потому что у тебя нету инструмента бороться вот с этим состоянием, как бы, кроме препаратов. Вот это примерно работает так. Так, антидепрессанты помогут. Я не верю, что можно выйти. Прошла слишком многое. Галина Зарецкая. Так, Галина, понимаете, как оно интересно происходит? Вы там очень много ловушек. И без специалиста, если ты нормально так сидишь, я так понимаю, вы тоже, наверное, хорошо сидите, там просто попадаешь в ловушку, но ты не понимаешь, что ты в ловушке. Вот ты в руминацию попадаешь, и ты даже не понимаешь, что ты попал вот в свое вот старое, вот это, например, тревожное, либо тревожно-депрессивное мышление. И ты ходишь сутками и гоняешь, ходишь и гоняешь. Понимаете? И человек, он не догадывается. Вот смотрите, я сейчас вам скажу одну вещь, про которую многие из вас даже не думали. Почему вы думаете так, как вы думаете? Ведь можно думать по-другому, но вы именно думаете так, как вы думаете. Это способ мышления, понимаете? Тревожное, депрессивное расстройство, один из моментов, мы попадаем в такую ловушку, неосознанно выработанную нами в способ мышления. Это называется выученная беспомощность. Вот этот способ тревожного мышления, либо тревожно-негативного. Вот это называется выученная беспомощность. Но это и есть способ мышления. Понимаете? И человек не знает, что можно думать по-другому. И второй момент, как думать по-другому. Как вот выйти с ловушки своего вот этого мышления, в котором мы сидим сейчас. Вот. И поэтому на пути там много ловушек, и одному очень тяжело разобраться. Вот в чем дело. И потом я глубоко сидел, я столько проходил разных капканов вот этих, ловушек, которые меня как бы захватывал мозг. И я его, знаете, как я свой мозг называл? Даже не свой, а у любого человека мозг, он очень хитрый. Он очень хитрый, как 100 индейцев. Понимаете? Как 100 индейцев. Индейцы, они хитрые были, умные. Но нам нужно стать хитрее нашего мозга. А чтобы стать хитрее нашего мозга, нужно много чего изучить. И чтобы нам понимать, как он работает, как он устроен, учиться видеть, как мы в ловушки эти попадаем, что такое ловушки осознать, как и что делать, это целая такая цепочка, плеяда, понимаете? Вот, чтобы выйти с этого состояния, это сложная такая система, но возможная, понимаете? Вот, и поэтому там происходят такие вещи, когда тебя отбрасывают, у тебя мозг постоянно, ты попадаешь на старую схему мышления, и у тебя он сразу катастрофизирует, тебе кажется, что это никогда не закончится, что ты крутишься, вот ты как бы по кругу крутишься, понимаете? Вот смотрите, один простой пример, который
который я не видел, я как бы пересмотрел по диагонали известных блогеров и психологов, но я нигде как бы не заметил, чтобы вот эти психологи объяснили, как переключаться человеку, понимаете? Если мы переключаемся от страха, это охранительное действие. Вот, вам один пример с ловушки. Все, вы в замкнутом кругу. Переключение от страха – это бег по кругу. Бег по кругу. То же самое, если вы избегаете своей панической атаки. Вот этого наката, когда тревога начинает накрывать. Это избегание. И вы будете крутиться по кругу. Вот ваша ловушка. Все. И ты по кругу крутишься, крутишься, крутишься. И ты начинаешь понимать, что все по цикличности происходит и ничего не меняется. Вот ты в ловушке. И переключаться нужно учиться не от страха, а как бы потому, что мне это не важно, и ты отвлекаешься. Но сначала будет больше от страха, чем не от страха. Потом ситуация постепенно будет меняться, будет там 50 на 50, потом уже через тренировки у тебя лучше уже получается переключаться не от страха. Вот важный момент переключаться, учиться не от страха. Если переключаетесь постоянно от страха, и вы этого не знаете, то все, вы попадаете в постоянную ловушку. Вот ваш, как сказать, заякоренность. Вот она по кругу будет вас гонять. И все. И, конечно, вы потом начнете осмыслять, что ничего не меняется, начинает приходить мысли, что я с этого никогда не выйду. Точно так, когда ты ходишь к одному психологу, второму, третьему, четвертому, пятому, и они тебе не помогают, ты это видишь, что все без толку, и тебе приходит, то бишь, когда ты ходишь, это есть момент опыт. Ты сходил, получил опыт, не помог. Сходил к другому, получил опыт, не помог. Сходил к третьему, получил опыт, он тебе не помог, это тоже опыт. И ты делаешь вывод, что мне никто не поможет, понимаете? Вот как оно работает. Вот как оно работает. Поэтому выйти с этого возможно. Я же с этого вышел, верно? А то, что под силу одному, то под силу другому. Просто нужен хороший проводник. Если сами не справляетесь, нужен хороший проводник. Поэтому не отчаивайтесь. Все это возможно. Так, как могут помогать антидепрессанты, если в тревожном расстройстве надо новые нейронные дорожки накатывать? Смотрите, дело в том, что антидепрессанты, новые дорожки, они же формируются также с поведения, понимаете? То бишь, вот то, что мы делаем, мозг все время пишет. Мы там чем-то занимаемся, он все это пишет. Антидепрессанты, они, это момент обратного захвата серотонина. То есть идет обратный захват серотонина. Серотонин нам дает радость. Радость, первый момент, мы не погружаемся тогда в депрессионный такой фон. И третье, транквилизаторы, обычно антидепрессанты, они применяются под прикрытием транквилизаторов, то есть для снятия тревожности, потому что, смотрите, как мы устроены. Тревога влияет на наше мышление, и мышление влияет на тревогу. Если мы снимаем тревогу, то у нас получается, как бы, возможно, пропадают вот эти мысли. У тебя вот такие моменты, я помню, лирику выпивал, вот ты болванчик, ты не можешь не сосредоточиться, понимаете? Если вот, например, ты их пьешь какое-то количество времени, антидепрессанты и транквилизаторы, то возможно
выйти возможно, но еще такой момент, там будет играть важный момент, это переключение. Это переключение, либо чем-то человек увлекся, либо когда человек меняет полностью то место, где он проживал. Тот город, например, меняет, понимаете, потому что получается, во время этого расстройства формируется очень много триггеров. Триггеры это те места, где мозг запомнил это как опасность, и каждый раз он на это место будет реагировать страхом, то есть вызывать тревогу. Вот как это работает. И поэтому есть, да, люди выходят, но они как бы неосознанно вот выскакивают, там, убирая вот этим моментом, но я думаю, таких людей будет маловато, и то, как я говорил, это кто на раннем этапе, но больше всего, так, больше всего, да, вероятность попадания обратно очень велика, особенно если ты такой порядочный промежуток времени был в этом состоянии, потому что в мозгу это все остается там, ну, практически яркие моменты, они там остаются. Это рассказываю со своего опыта, я как-то выскочил. 3 месяца я вот как-то и забыл был, но потом получил такой хороший продолжительный затяжной стресс, и меня очень быстро начало вкручивать назад. Я получил стрессовая ситуация, была затяжная, у меня все начало снова, болевые ощущения пошли по пояснице, у меня тут же сразу пошли воспоминания, что все возвращается, это вызывает страх, тревогу, и это уже вторичное попадание идет намного быстрее и сильнее, чем первый раз, когда ты вот накопительно вот этот процесс проходишь, потому что у тебя все новое, у тебя еще такого не было, ты вот пугаешься вот этого, а там оно уже все вот у тебя в памяти лежит, вот все, что с тобой было, оно просто вот там где-то было в твоей библиотеке, на верхней полке лежало под пылью. Но как только ты стресс получил, все, с той библиотеки тебе стали эти листики приходить один за одним, раз. Вот. И поэтому транквилизаторами, антидепрессантами человеку, как бы ты, это как костыли, ты снимаешь остроту вот этого состояния, потому что на сильной тревоге человек вообще не может подумать от слова совсем. Потому что не работает рациональный мозг, который думает у нас. Работает вот только рептилоидный инстинкт и все. Вот у тебя просто держит страх, ты вот не понимаешь, вот и все. Понимаете? Поэтому, ну, я когда выходил, я как-то выдерживал, чуть-чуть пытался что-то сосредоточить. Это было очень тяжело, я вам скажу, очень тяжело. Поэтому препаратами как бы осаживаешь вот эту острую фазу до такой степени, чтобы человек более-менее мог рационально соображать хотя бы немножко, чтобы он по чуть-чуть мог впитывать информацию, которую ему дают уже по КПТ. Вот оно как-то вот так работает. Потому что когда ты 24/7 на 9-бальной вот этой тревоге, 10-бальная это уже паническая атака, вот, и тебя это варьирует, то кроет, то 9, то 10, ты в таком пике находишься, у тебя там соображалка, она вообще не работает. Ты вот ходишь как, вот носишься как вот зомби, тебе ничего, ты ничего не слышишь, ты вот просто, ты просто постоянно на панике, вот на такой панике, понимаете? Поэтому вот чем могут помочь антидепрессанты, транквилизаторы, снять вот эту острую фазу до такой степени, чтобы человек, Оксана, мог соображать. Хотя бы с большего мог соображать, чтобы чуть-чуть мог впитывать эту информацию,
которую ему доносят. Просто вы в свое время не дошли до этой фазы, понимаете? Я-то понимаю, как это происходит, потому что когда у тебя 24/7 мощнейший идет паника и страх, у меня вот жена определяла, у меня зрачки увеличивались, она все, она понимала, что вот пошло усиление, вот, ну, полностью меня крыть начинает, это уже по квартире носится, у тебя по спине вот как будто тебя током обдает, вот настолько у тебя все это вот в таком остром состоянии, понимаете? И вот поэтому вот эти острые состояния как бы снимаются, да, вот таким способом. И да, и я думаю, в легком состоянии люди как бы вот антидепрессанты начали пить, там обратный захват серотонина, у них там радость вызвала, они ну как бы почувствовали себя лучше, переключились и вот так выскочили. Но оно будет частное, понимаете, оно будет у каждого свое. Оно будет у каждого свое. Но чтобы больше туда не попасть, нужно пройти вот тот путь, который прошел я. Потому что к этому расстройству нас привели ошибки в нашем мышлении, через которые мы, как вам объяснить, вы меня сейчас не поймете, как оно работает. От ошибок в мышлении мы воспринимаем как бы неправильно ситуацию. Воспринимаем неправильно ситуацию, и это вызывает у нас там чувство вины, чувство обиды, либо переживания, либо агрессию. А вот эти чувства, вот они на нас и влияют. Это как бы для нас получается стрессовая ситуация. И когда оно идет постоянно, оно начинает накапливаться. Идет накопительный момент, и вот потом выстреливает, все, выстреливает паническая атака, и все, и ты пошел вкручиваться в невроз. И если ты более-менее выровняешься, но не поменяешь не исправишь свои ошибки в мышлении, а ошибки в мышлении у человека зачастую не одна. Это они переплетены, и это и получается как бы способ мышления. Понимаете? Мы так думаем, мы применяем вот эти слова в постоянном, в каждодневном своем лексиконе. Мы применяем определенные слова. Эти слова я называю вредители, не вредители, я как-то их называл. Слова. Вот вылетело паразиты. Вот, я их называл слова паразиты. Также из неправильно сформированных наших убеждений, то есть ошибки в мышлении формируют у нас убеждения. И за неправильно сформированных убеждений вот у нас идет искаженное восприятие ситуации, и искаженное восприятие ситуации через нашу мысль автоматическую, когда она приходит, вызывает у нас вот чувство, эмоцию вызывает мысль, ситуация, автоматическая мысль и эмоция. Вот как оно работает. И поэтому, если у нас систематические ошибки, вот закреплены ошибки, убеждения систематические, то мы это получаем каждый день. Понимаете? Вот как оно работает. Так, я не верю, что это уже отвечал. Как могут помогать антидепрессанты? Ответил. Еще есть такое после физического упражнения тревога и давление. Ранее такого не было. Пример, приедешь раз 50, а потом идет тревога. 50 километров, наверное. Проедешь 50 километров. Это понимаю. А потом идет тревога, страх. Вообще это ненормально. Вот, смотрите, есть такое после физического упражнения. Найдите мой ролик с гантелями, вы там поймете, что происходит. У вас будет, смотрите, мозг трактует, не делая это опасно. И как только ты начинаешь делать, либо сделал, у тебя тревожность поднимается. Ты в ожидании, что сейчас с тобой что-то неприятное
неприятное, либо что-то страшное произойдет. Вот идет трактовка такая мозга, как бы катастрофизации. У меня такое было постоянно. При любой, даже вот по лестнице быстрее пройти, вот ты начинаешь идти, и у тебя вот возникает такой страшок, что, ой, если я пойду быстрее, вот у меня там начнет биться сильно сердце, это для меня плохо, вот какая-то такая трактовка идет, и поэтому у тебя сразу возникает вот такой страх, тревожность, вот, как такое вот чувство опасности. Вот что происходит. Скорее всего, у вас происходит то же самое. И вот еще пример, проедешь раз 50. Вот поясните, проедешь раз 50, это как понять, или приедешь. Проехать можно... Проедешь, наверное, километров 50. Проехать можно на велосипеде, проехать можно на машине, проехать можно на электричке. Вы в плане нагрузки километров 50 проезжаете. Да. Запомните, в этом расстройстве спорт это тоже стресс. И когда вы начинаете рвать по 50 километров, вы еще на свой стресс ложите еще стресс. Физическая нагрузка нужна в норму. В норму, понимаете? Вот тогда это будет хорошо, будет расщеплять кортизол. Присядешь раз 50, понял. А то там написано приедешь раз 50. Присядете 50 раз. Первое, не давать большую нагрузку, вот там не рваться. Второе, вот эта трактовка мозга, что сейчас что-то страшное случится. Вот найдете мой ролик с гантелями, там вы все поймете. Да, вот. Еще хорошо, что вы напомнили. Сейчас вам объявлю одно сообщение. Одно сообщение, может для вас неприятное, для нас тоже не очень приятное, но мы были вынуждены это сделать. Мы закрыли свой канал и поставили его с абонентской платой. Сейчас объясню почему. Не канал, а именно... Не канал, а курс по выходу, и сделали его абонентским. Сумма будет небольшая. Сумма в переводе на российские рубли это примерно 1000 рублей, на доллары это примерно там что-то $15. Сейчас объясню почему. Мы уже более полугода обращаемся к вам, чтобы вы нас поддерживали. Вы нас тоже поймите. Мы вот я с коллегой, мы не отшельники, которые живем в лесу, ну там кушаем грибы, ягоды. Вы поймите, мы тоже живем в цивилизации, где за все нужно платить. У нас семьи, дети и так далее. Мы просили, обращались полгода, но вот смотрите, вас подписчиков 1000 человек. Ну, я даже такого не ожидал, честно. Я как-то думал, что как-то это по-другому будет. Но к чему это рассказываю? Вас только поняли нас, поддержало 0,5%, 6 человек с 1000. Люди, которые донатили, помогали каналу. Понимаете? Представляете, 5 человек с 1000, те люди, которые, ну, как я говорю, были еще совестью, с пониманием, что они смогли, вот это люди, которые смогли поставить себя на наше место и понять нас, ребят, что им тоже как-то нужно существовать, вот это все двигать, вот это все, что мы проводим, мы это тоже тратим свои деньги вот на аппаратуру, на заправку там автомобиля, вот снимать, вот просим человека, мы сейчас вот просто договариваемся с человеком, снимаем у него квартиру, вот так, ему платим, чтобы он разрешил нам вот провести эфир. Мы даже не можем себе снять некое помещение для постоянной работы, понимаете? И мы истощились и вынуждены вот сделать так, как мы сделали. Это только единственный момент,
мы видим, чтобы продолжать нам делать то, что мы делаем. Мы финансово, я уже говорил, истощились, и поэтому только такое решение мы с моим напарником смогли найти. Мы рассчитывали на вас, но, видно, мы ошибались. Поэтому сделали так, как мы сделали. Так, есть разные виды депрессии. Есть случаи, когда люди всю жизнь пьют антидепрессанты. Да, виды депрессии, да, они есть разные виды депрессии. Но как определить депрессию, например, как психологу, ты просто расспрашиваешь, какой человек был до этого. И понятно, если у человека есть некая травма головы, и после этого у него такое состояние, то это понятно, это уже физическое воздействие на мозг. И поэтому там уже, да, нужно всю жизнь пить препараты. Как-то она называется, у меня вот с головы клиническая депрессия или как, вот не буду врать, позабыл немного название, вот как она называется. Вот. Так, подскажите, когда вы поняли, что начали выходить из этого состояния? Вот это хороший вопрос. Это будет чувство. Это будет чувство уверенности. Оно появится первое. Твой путь еще предстоит, он еще не закончен, но чувство того, что ты с этого выйдешь, оно уже будет. Это будет чувство. Вот такое чувство, я его помню как сейчас. Все, я начал верить, мне как-то уверенность пришла. То есть не как-то она пришла, а пришла вот в совокупности того всего, чего я делал, вот она и пришла ко мне уверенность. Но еще со мной это все в некой степени продолжалось, я еще не видел конца пути, но вот оно будет чувство, все, что я выйду с этого состояния. Вот так оно происходит. Это я помню называл Куликово поле. Что такое Куликово поле? Великая Отечественная война, это перелом войны, когда был. Битва, по-моему, это Первая мировая, поле Куликова, Первая мировая война, где произошел перемена вот этого. И поэтому я сейчас применяю термин, это поле Куликова, когда ты начинаешь осознавать это чувство, что все, ты выйдешь с этого состояния. И вот это такой момент, вот он происходит, это будет чувство, но у каждого оно будет свое время. Понимаете, у каждого это будет частно. Потому что мне многие спрашивают, а через сколько времени, вот, сколько мне надо вот это делать, сколько мне надо тренироваться. Ребята, это все частно, это все лично, это зависит от упорства человека, от интеллекта человека, насколько он заинтересован, насколько у него работает его, тот еще интеллект, тот, который был там. Насколько он может понять быстрее. Один медленнее понимает, второй быстрее понимает. Понимаете, один 2 раза сделал и все, и дальше не делает. Он снова ты вот падаешь, начинаешь там ходить, себя вот стебать, какой я бедный, понимаете. Я вас всех понимаю, но поймите одну вещь, кроме вас никто не сделает. И надо тренироваться, как бы тяжело не было, тренируйтесь. И я уже в своем ролике рассказывал, не ставьте себе некие рамки, что я должен выйти там через 3 месяца. Если вы придете, пройдет 3 месяца, и вы не выйдете с этого состояния, то вы получите сильнейший удар, потому что вы себя запрограммировали только на 3 месяца. Вы вложили программу в мозг, и мозг начал искать в вас резервы только на 3 месяца. Он возбудил эти резервы. Поэтому, понимая, когда я начал осознавать, я себе говорил, я буду делать столько, сколько надо. У меня неограниченные резервы. Я себя программировал на невероятно длинный путь, потому что я не знал, сколько я буду с этого выходить. Вот я как-то потом
Постепенно вот это начал осознавать, понимать, и за счет этого я начал менять убеждения. Точно так вы будете вставать каждое утро, и будете себе приходить вам мысль, и вы будете думать себе, говорить: ой, сейчас снова мне надо бороться, мне снова надо сражаться, я уже не могу. Замените бороться и сражаться на тренироваться. Почему? Потому что бороться и сражаться — это слова максимализма. Мозг воспринимает это буквально, как будто сейчас будет последний бой. И поэтому в его понимании нужно активировать все, что у вас есть по максимуму. Вот здесь у вас и возникает эта тревога, напряжение, потому что сейчас надо сражаться, последний бой, нужно выжить, понимаете? А когда начинаешь говорить: я сегодня снова буду тренироваться, то мозг это воспринимает как тренировку в спортзале. Это даже немножко приятно. Понимаете, как это работает? Очень важно менять убеждения, заменять вот эти слова, те, которые мы говорим и думаем. Вот это нужно понимать, но к этому нужно прийти. Я потом постепенно разбирался и понимал, что вот это все из-за наших неправильных, как говорят, вот этих неправильных наших убеждений, слов, которые мы себе говорим. Вот это все нас один из моментов, что держит в напряжении, из-за чего мы попали. И когда ты все это вот постепенно выстраиваешь в цепочке, начинаешь осознавать, начинаешь менять. И когда меняешь, вот ты проговариваешь, ты начинаешь видеть, что когда я заменил бороться, сражаться на тренироваться, то мне уже чуть-чуть как бы через какое-то время и радость не стало. И смотрю, у меня уже и напряжение не такое сильное, и тревожность не такая. Как бы вот это и есть, меняется один из моментов восприятия через убеждение, вот как оно работает. Все вот, я смотрел психологов, вот ютуберских, вот они говорят: надо менять отношения, надо менять восприятие. Вот они, надо менять, а как его? А ты его не поменяешь, если у тебя убеждение то глубинное. Восприятие, как-то мне поменять восприятие, если меня колбасит, как мне то восприятие поменять, понимаете? Вот и замена эмоций, понимаете? Вот как оно работает. Понимая, что, как эти цепочки выстроены, как они работают, ты начинаешь их исправлять, ты начинаешь их применять, чтобы поменять старые моменты на новые моменты, понимаете? Старые убеждения на новое, заменить мысль максимализма на более, как я говорю, уменьшительно-ласкательную мысль. Слово, ну мысль, слово. Как бы, вот оно как все работает. Это очень такая, я вам скажу, это очень трудоемкая работа, это вот работа такого, ты как бы в выходе с этого состояния, ты начинаешь думать, ты формируешь себе интеллект, потому что ты вынуждена, тебе приходится анализировать свою работу, вот выстраивать это причинно-следственно, видеть, как это происходит, анализировать, делать вывод. Вот это, а это все нужен интеллект. И вот ты в этом расстройстве начинаешь формировать у себя интеллект, ты начинаешь думать по-другому, ты начинаешь, уже один из моментов, ты начинаешь даже думать, понимаете? Потому что 90% людей, они не думают от слова вообще, понимаете? Они ходят, вот что в голову занеслось, вот отовсюду, вот от социума, от этих вот говорящих разных ящиков, вот оно что улетело, вот он, человек с тем и ходит. И вот он не думает. Вот головой помашет, ага, и пошел, понимаете? Вот как оно работает. И поэтому, чтобы выйти, выходя из этого состояния, ты постепенно к этому приходишь, осознаешь, формируешь себе интеллект, это мышление, выстраиваешь другое мышление. То есть вот эти разные
разные моменты, разные способы. Ты вот этим выстраиваешь как бы себя нового. Ты выстраиваешь себя нового не в смысле физическом, там качаешься, бицепсы качаешь, там мышцы, а в смысле мышления психологическом, вот в этом смысле Слава пропала что-то здесь все. То, что называют еще священнослужители там духовности. Вот это все ты выстраиваешь в себе, то есть ты приходишь к такому моменту, как говорят, равновесие души и тела. Вот ты как-то вот к этому будешь приходить, хотя в жизни у нас во всех хватает сложностей, и мы будем сталкиваться с разными трудностями, и наша задача научиться выйти с этого состояния, научиться с этими трудностями справляться. И вот твоя способность управления мозгом, мыслями, эмоциями, вот она и дает тебе силу и возможность более легко справляться со стрессовыми ситуациями. Вот оно, вот так я вижу сейчас, вот когда я прошел через это, вот сейчас я вижу, и с одной стороны, хотя мои 10 лет как бы ты не прожил, а вот существовал, но все равно я рассматриваю это в жизни как со стороны того, что я пришел к тому, к чему бы я не пришел, если бы не попал в это расстройство. Я по-другому стал думать, жизнь видеть по-другому. Вот это называется осознанность. Вот к чему я пришел. Так, вечер, в последнее время очень упало зрение. Это может быть из-за невроза. Да, Наталья, это из-за невроза, потому что у нас глазные яблоки это тоже мышцы. Это тоже мышцы. И если наши мышцы тела напрягаются, то значит идет какое-то напряжение в наших глазных яблоках. И вот оно искажает наше зрение. Абсолютно я уверен, и я знаю, у меня тоже такое было, это из-за тревожного расстройства. Ну, плюс понятно, что там возрастное, если вот как у меня сейчас, у меня уже возрастное, мне 47 лет, это с вами я еще как бы без очков разговариваю, и то мне уже почитать я начинаю всматриваться вот в буквочки. А так у меня уже есть такой момент, это дальнозоркость. То есть дальнозоркости. Вот очень далеко я вижу, вот если мне поднести как бы близко, то у меня расплывается, понимаете? То есть мне уже очки нужно одевать, поэтому мне уже что-то почитать, вот, мне нужно одевать очки. Вот. Поэтому, Наталья, тоже зависит, сколько вам лет, как бы, и возрастной момент нам тоже исключать не нужно. Но тревога, да, действует на наше зрение. И я даже знаю людей, которые в тревожном расстройстве думали, что у них падает зрение, и делали операцию на глазах. Но не знав того, что это происходит при тревоге. При тревоге происходит. Так. Как вы работали в таком состоянии? Кое-как, абы как. Вот, наверное, я так ответил. Ты ты шевелишься, но ты в себе все время. Вот ты просто вот ты шевелишься, потому что вроде надо шевелиться, но тебе уже ни до чего. Вот тебе абсолютно, ты еще когда держишься, еще чего-то ты вот пытаешься. Но я помню уже, когда уже вкрутило капитально, вот уже я начал в депрессию уваливаться. Когда вот пришло такое сознание, что ты кружишься, и это уже никогда не закончится. Вот это и есть момент, ребята, который
сразу будет работать на депрессию, когда к тебе приходит такое понимание. Вот когда ты вроде, тогда я это называл борешься, ты все время борешься, ты что-то пытаешься, ты как бы не задумываешься, что ты по кругу крутишься, но рано или поздно ты вот как-то шевелишься, ты что-то пытаешься, но рано или поздно тебе приходит такая мысль, что это никогда не закончится. И когда тебе приходит эта мысль, что это никогда не закончится, и вот здесь у тебя руки опускаются, и вот это такой один из моментов, наверное, просадки все в депрессию, вваливания в депрессию, когда вот осознание приходит, что это не закончится. Ты как-то анализируешь, что я кручусь уже годами, и вот ты видишь, что оно ничего не меняется, и вот здесь, да. И вот здесь это такой момент засаживания тебя в депрессию, потому что пока к тебе эти мысли вот этого осознания не пришли, тебе вот кажется, что ты пытаешься, и что вот как-то вот что-то такое ты пытаешься, что-то пытаешься, ты как бы те мысли анализа не приходят, и ты как бы не думаешь, что ты не видишь просто, что ничего не меняется, а ты вот все как-то барахтаешься. Вот пока еще ты барахтаешься, к тебе эти мысли не пришли, то тебя как-то еще, ты как-то вот плывешь, карабкаешься, держишься, но как только эти мысли появляются, вот, понимание, что ты вот крутишься, а ничего не меняется. Вот здесь как бы депрессия и накрывает. Как вы работали в таком состоянии? Здравствуйте, подскажите, с чего следует сразу начать при тревоге и депрессии? При тревоге и депрессии. Мысли. Там совсем нужно работать сразу. Это будут мысли. Я помню, когда пришла полная депрессия, у тебя тревоги нету от слова совсем, потому что тебе уже, наверное, да, либо я уже не ощущал ее, что она была не сильная, депрессия это момент сдачи, все. И тебя просто захватывают негативные мысли, слава, что-то тут попропадали все как-то. Тебя просто захватывают негативные мысли, и все. И у тебя просто идет подавленность. Сейчас я вам расскажу 3 этапа депрессии. Первый момент, это когда человек перестает вообще, не вообще, вот практически есть, умываться, как скажем, там делать немножко какие-то обычные свои дела, то есть, один из моментов это умываться. У нас всех привычка умываться, верно? Это как бы, не следить за собой. Вот как человек перестает это делать, это уже все, это первый признак у человека депрессии, потеря аппетита. Хотя на тревоге у тебя тоже особо нету, но там идет полная потеря аппетита, худеть начинаешь, вот это где-то первый этап происходит. Второй этап, это когда ты как бы большую часть времени, вот ты уже никуда не выходишь, ты больше лежишь. Вот ты лежишь, еще встаешь, лежишь, но как бы вот у меня уже такой был ограниченное передвижение, уже как бы с квартиры не выходил, наверное. Вот вспоминаю, но я в ней как бы недолго был, вовремя начал работать. И третий этап, но я до него не дошел, это когда человек ложится и все, он больше не встает. Он отворачивается к стенке и больше не встает. Ребята, если вы будете видеть своих родственников, что вот такое происходит, нужна помощь человеку. Вот, понимаете, потому что там захватывают негативные мысли, там воля полностью у тебя подавляется, я вот себя вспоминаю, вот тебе
мысли одна за одной негативные приходят, и у тебе вот так плохо, тебе так плохо, что ну вот тебе просто жить не хочется, вот тебе как бы внутри давит, понимаете, вот тебе неплохо, в смысле тебе там тошнит что-то, а вот у тебя душевно такая вот подавление идет от мыслей, мысли так давят человека, понимаете, вот это настоящая депрессия. То, что там человек немножко там загрустил, там пару дней полежал, погрустил, попечалился, то, что выдают за депрессию, ну, просто эти люди не знают, что такое депрессия на самом деле. Понимаете? Так, в таком состоянии, здравствуйте, при тревоге и депрессии. С чего начинать работать с мыслями работать? И с самой депрессией, там у меня есть ролик «Депрессия», я объясняю, где-то я в роликах объясняю то, что надо делать при депрессии. Там идет ряд такой комплекс того, чего нужно делать при депрессии. Комплекс такой, он небольшой, но есть комплекс по работе, по выходу из депрессии. У нас есть курс на канале. Да, на канале там есть курс у нас. И там с самого начала там все я про видео. депрессию все рассказываю. Как начать это все. Вот так. Про мысли, про все рассказываешь. С этим все эти годы я борюсь с этим сама, но все больше понимаю, что специалист нужен, чтобы окончательно избавиться от этой напасти. Да, Елена, дело в том, когда вот вы, ну, говорится 20 лет, там уже много чего будет, понимаете, и одному это такой вот момент, если бы честно, не мой учитель, вот эта девушка, женщина, которая меня выводила с этого состояния, это я вам сейчас примерно объясню, это такой вот, ну, мы все знаем, вот бабушки носочки вяжут, клубок такой, понимаете? Вот ниточки смотаны в разном направлении, тю-тю-тю-тю, и вот такой клубочек. Вот ты скатал себе такой клубок, и теперь этот клубок, его нужно распутать, понимаете? Его нужно растянуть, распутать. Но чтобы распутать этот клубок, нужен специалист. Нужен хороший специалист. В моей ситуации, это я вас уверяю на 100%. Мне бы было все, я бы не вышел. Без нее, без этого специалиста, я бы не вышел. Все, я был настолько закручен, что я бы сам не разобрался, потому что ты вообще не понимаешь, куда идти, что делать и как. Ну, от слова совсем. Поэтому нужен специалист, который постепенно, поэтапно будет раскручивать этот клубок. То бишь он будет объяснять, что, как, что происходит и что вам делать, каким способом, но делать вы будете сами. И вот так этот клубочек распутывается. Я, конечно, сейчас много читаю этой информации, изучаю, но все же понимаю, что надо работать. Это труд. Ну и плюс помощь специалиста однозначно, только не медикаментозно, а когнитивно-поведенческая. Елена, вы, смотрите, вы очень, как сказать вам, предвзято относитесь к препаратам. У вас будут два варианта. Либо вы принципиально не хотите, либо вы боитесь. Но препараты вам помогут. Поймите, препараты это костыли. Они вам помогут даже с позиции передышки. Вот я помню, я пару раз лирику выпивал для эксперимента. Лирика, был такой препарат, не знаю, если он сейчас, ну, в использовании в нашей медицине. Это такая капсулка, она половина красненькая, половина беленькая. Составляющая, по-моему, там пригабалины. И вот, я помню, мне дали, вот я когда приехал,
когда еще КПТ не занимался, не понимал, что со мной, но уже тревога была такая, меня лупила хорошая. Мне дали эту капсулку, я ее выпиваю. Мне говорят, посиди 5 минут. Я начинаю сидеть, ждать, вот сижу, жду, оба. Начинает такой приход идти. Раз, и у тебя такой вот балдю начинается, понимаете? У тебя вот ты, вот эти мысли плавают, ты такой вот, как будто в замедленном фильме, вот знаете, когда кадры идут медленно, и человек вот такой, он какой-то замедленный становится. Понимаете, вот все так классно становится, потому что на нас мысли действуют, и нас лупит тревога. Тревога лупит через мысли, понимаете? И вы просто хотя бы дадите себе передышку, организму, немного отдохнуть через снятие тревоги. А тревога снимается через воздействие на наши нейросети, на наше мышление. Она воздействует, чтобы затормозить это, понимаете? И вот я вам... И вот вы даже в плане отдыха вы немного отдохнете, потому что я понимаю ваше состояние, потому что я в этом был, когда тебя кроет каждый день. Ты до того вымотанный, ты просто вот, у тебя нету сил ни на что. Понимаете? Это очень тяжело, поэтому я всем вам говорю, кто чувствует, что не справляется, не идите моим путем. Я вылез чисто вот, ну не знаю, вот, ну может тоже вот такой вот фанат. На поле. Я чисто, вот как вас, меня ломало, я сотни раз сдавался, но я лез вот чисто на духе своем, понимаете, вот. И вот сила воли, она формировалась в процессе моего выхода с этого состояния. Понимаете? И поэтому я не рекомендую, потому что я вот сейчас вспоминаю, я представляю, какое у вас состояние. Это полное вот опустошение. Такая вымотанность, что ты вот ничего, ты вот, и там, оно то ли усталость, то ли не усталость, у тебя все вот это вперемешку, ты просто вот как выжатый лимон, и это происходит изо дня в день, понимаете? Вот такие вещи, поэтому я вам даже рекомендую попить препараты, Елена, попить препараты, чтобы немножко вы передохнули, чтобы эту вот башку нашу отключить, чтобы она не держала вас все время в тревоге. Стараюсь много читать, черпать побольше позитива. Смотрите, Елена, я вам объясню. Все вот эти попытки, да, они будут вас держать, балансировать. Я как-то тянул, вот на спорте, я помню, вот я как-то спортом, но это вы только будете балансировать, это как бы немножко будете держаться на плаву, но причина это мозг, нужно работать, полностью овладеть, научиться управлять своими мыслями, научиться с ними работать и потом поменять ошибки в мышлении. Ну там целая цепочка, поймите. Основное это мозг. То, что пытаетесь работать, что-то делать, это хорошо, но этого мало. Это вспомогательный момент. Нужна работа с мозгом. Работа с мозгом, потому что то, что с нами происходит, это делает все мозг. Это делает наше мышление, держит нас в напряжении, в тревоге, это наше мышление, это делает наш мозг. Вот причина, нужно причину исправлять. А вот это, что мы на плаву, это как вспомогательный момент. Я сам 9 лет вот как бы держался за счет спорта. Вот. Он мне помогал как бы выжить в этом состоянии.
Я вас прекрасно понимаю. Но нам нужно причину устранять. Елена, найдете мой телефон. Найдете на канале мой телефон. Где-то он будет, YouTube не дает так дать, но люди где-то находят. Я сейчас напишу. Вот сейчас Слава попробует написать, может вы Через увидите. прочерки поймете. Да. Это через WhatsApp. Контакты мои есть на нашем канале. Где-то кто-то в этих комментариях в основном находит, потому что мы пробовали, давали иногда, он где-то пропустит, где-то не пропускал. Где-то не пропускал. Поэтому вот так, когда пишешь, он как бы не дает, как правило. Но я говорю, ищите в моих... 332. Ищите в комментариях. 332. 339 52 10. Это назвал тут этот заблокируют, когда выложу. Нет. Как бы контакт. Вот. Там еще, Елена, надо знать, где сопротивляться, где не сопротивляться. Понимаете, мы в этом состоянии привыкли все время сопротивляться. Вот номер через это WhatsApp. Циферки с плюсом. Пропустила пока. Вот номер, смотрите, мы Цифры. вам так дали, вот цифры повыбирайте и сложится номер. Вот там между вопросиков двоечка, не пропустите ее, она как бы между вопросиков стоит, много вопросиков, и там в центре двоечка есть. Вот, не пропустите ее. Можешь сказать номер словами, ничего страшного. Ничего страшного, можно сказать. Ну да. 8029. Нет, 30 плюс. Плюс 375 29 339 52 10. Велком. Это WhatsApp, через WhatsApp. Через WhatsApp. Так. Вам не надо говорить. Спасибо вам за помощь. Дикачу следует сразу начать при тревоге. Так. Я искренне рада. Елена, да, мне повезло с учителем, но поверьте, пока я ее уже нашел, и то это не я ее нашел, я уже сдавался, а у меня у жены знакомая, подруга хорошая, она тоже находилась в расстройстве, но у нее была ипохондрия. Я уже все, я уже перестал искать, я чего только, где я чего только не был, и у шаманов, и в иглоукалывании, и у типа там каких-то колдунов, у кучи психологов. И вот это она нашла, что помогает. Она как бы не сдавалась, искала в интернете. И у меня было настолько состояние, что все, я был полностью подавлен, я уже сдался. И вот она как-то позвонила и сказала: Сашка, я нашла, что помогает. Она нашла специалиста по КПТ. И вот я как-то немножко вдохновился. Она записалась, съездила, потом записался я. Он меня не принял. Как это получилось? Он меня не принял, потому что у него все расписано. Поверьте мне, у нас, вот я общаюсь со своим учителем, который меня выводил, девушкой. Я у нее как-то интересовался полгода назад, сколько сейчас людей у нее на приеме. Она сказала, что у нее расписано на полгода вперед. На полгода, вы представляете, на полгода вперед у нее записи именно на вот эти приемы к ней по вот этой проблеме. Это было полгода, может быть и год назад.
Вот, потому что и она мне сказала, что специалистов, именно специалистов, очень мало. Врачей очень много. Вот если вы зайдете в интернет, то там будет пестрец, там чего только не будет, и гельштальт, и КПТ, там, и черти знает что. Но только специалистов мало, вот в чем дело, понимаете? И вот поэтому тот, кто действительно понимает в этой теме, вот он, тот, кто, вот она, понимаете, она была такая преданным фанатиком своей работы. Кстати, она сейчас диссертацию написала в Гарвард, защитила работу, некую научную работу написала свою. И вот. И мало вот людей именно, которые... Ты становишься только специалистом, когда ты в этом заинтересован и ты полностью в это погружен, понимаете, когда ты полностью погружен, когда ты увлечен этим, ты слаживаешь все время пазлы, ребусы, ты черпаешь новую информацию, изучаешь почему, что, как. Вот почему я и просил вас, чтобы вы поддержали нас, поддержали наш канал, потому что у нас вот трудность, это финансовая сторона. Мы за год выжились, у нас канал YouTube был закрыл. Мы раньше начинали, но он нас заблокировал. Мы полгода, как говорится, коту под хвост, и мы снова все начинали. И мы полностью все начинали с нуля. И мы на это не рассчитывали, но и поэтому мы вообще выжились в ноль. Уже буду простым языком русским говорить, выжились в ноль, и поэтому мы у вас уже просили, наверное, полгода, помогите нам, поддержите нас, поддержите нас, но, увы, вы нас не услышали. И поэтому мы пошли на эти меры, чтобы нам осуществить, Ну, чтобы существовал да, канал. чтобы Просто осуществить существовал. свою идею, чтобы существовал канал, потому что я знаю, что то, что я рассказываю, и мой опыт поможет многим людям. Это я знаю. Поэтому, как бы нам тяжело не было, мы будем барахтаться, мы будем до последнего пытаться канал, чтобы он существовал. Вот. Так. Там просто у нас новое Все, Елена, хорошо. Так, вы из какого города? Ну, я обычно спрашиваю, вы с какой страны сначала, а потом с какого города. Город Заславль, знаете такой? Город древний, город славный. Вот, так. Мы пошли на меры, потому что, во-первых, программу сделали. Алкоголь, скажите, алкоголь может помочь снимать тревожность состояния? Да, вот это то, чем пользуются большинство людей. Они снимают вот это напряжение, тревожность, ну, повышенный вот этот вот именно алкоголем. И алкоголь снимает, да, он снимает, потому что алкоголь, он относится вот как бы к нарковеществам, понимаете? Но что происходит? Я вам сейчас объясню одну вещь. Вы выпьете 100 грамм, на следующий день там еще 100 грамм, потом 200, и мозг это все запоминает. Он обращает на это внимание, что тебе помогает, и он у тебя как бы просит снова. И чем больше ты выпиваешь, чем больше вот так формируется зависимость, понимаете? Потом ты уже просто не остановишься. Вы будете потом пить каждый день и, возможно, будете увеличивать дозу. И это будет формироваться зависимость. Это будет формироваться привычка постоянно выпивать. Но это не будет решать проблемы. Это не будет решать проблемы, не будет убирать корень. Корень, причину того, почему вы к этому пришли. Это первый момент. Ну и дальше чем грозит? Если есть семья, ее потом не будет. Она просто развалится, понимаете? Вы просто начнете
сдаваться, больше пить, и, ну, это к ничему хорошему не приведет. Это один момент. Второй момент, если вы там еще 100 грамм, как бы 100 грамм выпьете, то это нормально, но если вы выпьете грамм 300, там 300, 400, там вот в этом пределе, то вам после окончания воздействия алкоголя станет еще хуже, у вас страхи будут. Вас будет так крыть, что будет еще хуже, чем было до того, как вы выпили спиртного напитка. Поверьте мне. Я на себе пробовал, уже когда я думал, считал, что я уже как бы более-менее владею ситуацией. Я выпил где-то примерно бутылку, то ли бренди было, ну какой-то 40-градусный, но это было не водка. Где-то я выпил почти бутылку. Вот, кстати, я снял ролик про страхи. Еще мы не вылаживали, будет короткий ролик, я выложу. Там вот это, я вот это рассказываю. Про страхи, какие у меня были страхи. Вот. И меня со сна выбрасывает, наверное, часов в 4 утра. Время я не знаю, но еще было так темновато на улице. И у меня страх, вот он звериный такой, понимаете, вот он звериный страх, но я уже сам себя не пугал, у тебя вот просто страх. Я подошел к окну и как бы сфокусировался на фонарях, я как бы мозг отвлек, и страх начал как бы падать, понимаете? Вот. Но один из моментов это было вот такой страх именно после изрядного принятия спиртных напитков. И если вы дадите большую дозу, у вас будет сильный откат, еще хуже, чем был, это я вам гарантирую 100%. 100%. Если вы находитесь в таком нормальном тревожном расстройстве, то будет откат такой, будь здоров. Поэтому я вам рассказал, а дальше вам решение принимать самому. Вы полностью, да, смотрите, еще, когда ты находишься в этом расстройстве, у тебя есть такое вот убеждение, либо желание, что ты никогда не хочешь, я никогда не хочу испытывать тревоги, чтобы у меня вот ее вообще не было, понимаете? И из-за ошибок в мышлении у меня была такая интересная ситуация, я помогал женщине по выходу с этого состояния, но она как бы немножко меня до конца не поняла, ей уже все там отработали, было хорошо, но у нее был перфекционизм, идеальности, понимаете? И вот она мне рассказывала, она встретила подругу, а эта подруга, она сидела на антидепрессантах. И она стала ей рассказывать, что это так вот, что она чувствует себя превосходно, вот у нее такое классное состояние, понимаете, и она как бы поверила этой подруге. Но поверьте, я тоже пил 2 года стимулатон еще в начальной стадии. Никогда я выходил с этого состояния, а там еще на 3-м году антидепрессанты, они не дают вот адекватности жизни, понимаете? Такое ощущение, ну, что это не то, все равно ты, вот она какая-то не настоящая жизнь, понимаете? И дело в том, что человек же может нам рассказать разное, он может преувеличить, понимаете? Особенно есть такие моменты, когда происходят ошибки в мышлении, человек склонен преувеличивать ситуацию, понимаете? Также она могла преувеличить с позиции, вот ее приукрасить, понимаете? И вот эта девушка, она как бы поверила этой подруге, что антидепрессанты, они дают такую вот классную, такую бессоботное такое, наверное, состояние. И вот она как бы сказала, я вот еще антидепрессанты попью, вот чтобы как бы... Но это дело не в антидепрессантах, а дело в том, что из-за ошибок в мышлении ты не можешь понять,
что мы люди живые, нам может быть хуже, может быть лучше. Это нормально. Это нормально. Но человек из-за ошибки своего убеждения, он не может принять. У него должно быть только хорошо, и все. Понимаете? И где тебя немножко тревожность возникла, ты уже это не можешь принять, ты начинаешь, это для тебя уже такое невыносимость какая-то. Вот почему она появилась. Вот здесь нужно ко всему этому прийти. Прийти это и осознать. И поэтому, Елена, смотрите, я вышел с этого состояния. Но тревожность, конечно, у меня иногда возникает. Тревожность возникает буквально во всех людей. Особенно вот у нас, мы люди, которые, у нас есть одна особенность природная. Наш мозг, он более, как бы, он более, как-то подобрать слово, он мягко, не мягко, а он более немножко острее воспринимает ситуацию, понимаете? Вот у нас есть такая будет особенность мозга. Мы как бы люди чувствительные получаемся, понимаете? Чувствительные люди. Вот, скорее всего, я бы подобрал это слово «чувствительные люди». Поэтому мы более чувствительные на хорошее реагируем и на плохое, понимаете? Вот наш мозг воспринимает более чувствительно. Поэтому тревожность это нормально. Это нормально, когда она возникает у нас в неких ситуациях. Просто в данности, в вашем моменте, она круглосуточная. То, что, ну, скажем, ненормально, понимаете? По ситуации, если мы где-то потревожились, то большинство людей тревожится. Это нормально. Вот что нужно понять. А это все получается из-за ошибок мышления. Мы ищем некой идеальности, но идеальности не бывает, понимаете? Ее не существует в природе, потому что оно то так, то так, то так, то так. И так во всем. Прямолинейного нигде нету. Даже с этого состояния ты выходишь вот по зигзагообразно, как бы, вот как я рисовал. Вот ты идешь, выходишь, потом соскальзываешь, выходишь, соскальзываешь, выходишь, соскальзываешь. То есть и в жизни точно так нету прямых линий. Нету. Жизнь, она по-всякому поворачивается, по-всякому бывает. Поэтому просто нужно сформировать правильное понимание и правильное убеждение, что в жизни будет разное, но я с этим справлюсь. Понимаете? Вот как-то так. Я трактовал себе. Да, правильно, Елена, да, мы творческие люди, да, совершенно верно, я про это где-то смотрел и читал. Мы больше вот, почему вот я стал развивать канал, потому что вот это и есть как бы творчество, понимаете? Хотя я в своей жизни, я где только не работал. Я очень много в разных сферах работал, понимаете, и как бы много в жизни повидал. Вот. И вот правильно вы сказали, мы люди более такие творческие. Ну хотя я и служил в ВДВ, и в России на кровлях работал в свое время по молодости, под Мурманском, и фасады, то есть совсем не творческая работа была, понимаете, и много другой такой тяжелого труда, такого опасного в своей жизни прошел, через много чего попробовал, поэтому вот так по-всякому бывает. Так, и вопрос, почему паническое начинается сильный невроз, тревожное состояние. Патчи. Блин, проскочила, не вижу. Добрый вечер всем. Добрый, сколько вы времени выходили из тревожного состояния. Вот смотрите, вы задаете вопрос. Сколько времени вы выходили? Вот это очень частый вопрос, который
я стал встречать, которые задают мне подписчики. Но я где-то, наверное, в эфире говорил, и не в одном эфире, что это будет у каждого частное. Поймите, кому-то нужен год, кому-то 2, кому-то полгода, кому-то... Это будет абсолютно частное у каждого. Я выходил год, но у вас будет свое время. И поэтому не примеряйте мою рубашку на себя. Потому что тревожный человек, он сразу налаживает на себя ситуацию. Понимаете? Если у меня год был, это не значит, что у вас год будет. Понимаете? Вот. Поэтому это все момент абсолютно индивидуальный будет. И вопрос, почему после начинается сильный невроз, тревожное что-то состояние. Потому что в этом расстройстве быстро вспышка вот этой тревоги и медленно угасает. А при тревоге там симптоматика абсолютно разная, понимаете? Вот. Невроз, это все симптоматика, это все тревога делает, наш невроз. Вот оно быстро запускается, там у вас может вот от ситуации мгновенно и долго будет вот спадать, как бы угасать. Оно будет шлейфом таким тянуться. То есть, скажем так, быстро вспыхивает и медленно загасает. Вот так оно происходит. Но потом постепенно тренируясь, эта ситуация меняется. Вот смотрите, у каждого буквально из вас будут ошибки в мышлении. И она будет не одна. Вот это причина того, что вас привело вот в это состояние. Причина, да, что вас она привела, закрутила вот в это состояние, это именно ошибки в мышлении. То есть неправильное наше мышление, неправильное наше убеждение. Убеждения, если их не устранить, то мы будем на качелях. Ситуация, она может немножко, вы там работаете, погаснуть, но потом она снова может из-за ситуации снова увеличиваться. Потому что это и есть через ошибки в мышлении мы неправильно воспринимаем ситуации из-за наших неправильных трактовок этих ситуаций. И это вызывает у нас вот чувство вины, обиды, там, может агрессию у человека вызывать, вот, тоску. Понимаете, если это происходит систематически, то мы систематически находимся как бы в стрессовой ситуации. И вот оно идет накопительно, а потом выстреливает. Бах! Вот. Из чувств человека. Тревога нет. Вот почему-то тревогу относят к чувствам, но тревога это не... Я бы ее к чувствам не относил. Сейчас объясню почему. Тревога это способ сообщения мозга нашим органам об опасности, чтобы активировать их деятельность, подготовку к неким физическим действиям. Тревога это будет способ передачи мозга нашим органам. То есть через тревогу он посылает как бы письма, сообщения нашим органам. Понимаете? Поэтому тревогу я бы к чувствам не относил. И скорее всего это не чувство. Тревога это не чувство. Вот. От его избавляться не надо. Как и радость.
от нее, понимаете, вот вы говорите, от тревоги избавляться не надо. Вот оно как бы, ты и не избавляешься, но в данный момент, вот такой интересный момент, я вам расскажу, вот когда я выходил с этого состояния, ты попадаешь в такой момент, тревога от тревоги, понимаете? И поверьте мне, блин, она так выматывает, она такая вот постоянная, она не вверх, не вниз, ты все время про нее думаешь, она постоянно в тебе гудит, она постоянно, вот она тебя вот как подсверливает, и, блин, ну это такая радость. И вот я от нее избавлялся. Но избавление, понимаете, и избавление не то, что ты от нее избавляешься, а ты ее как бы получается разными способами обесцениваешь. Потому что тревога происходит от страха. И ты попадаешь в такую интересную ловушку, ты боишься своей тревоги. И вот это получается тревога от тревоги. Вот замкнутое кольцо. И если ты с ней ничего не делать, она зараза, блин, ну достает, выматывает. Ты все время про нее думаешь, и пока ты думаешь, она тебя крутит. Пока ты ее боишься. Ты ее боишься, потому что если человек ничего не боится, то у него нету тревоги. Если у человека есть страх, то тут же будет тревога. И поэтому ее нужно обесценить. У меня очень хороший ролик есть. 8-бальная тревога и ниже. Вот там я рассказываю, как нужно работать с тревогой от тревоги. Вот когда у тебя постоянная, она где-то примерно 6-бальная. Но смысл того, что ты именно постоянно концентрируешься и боишься своей тревоги. И вот там я рассказываю, какими способами с ней работать, чтобы ее обесценить, чтобы ты ее перестал бояться. Чтобы мозг ее перестал бояться, и ты, и мозг твой. И когда ты ее перестанешь бояться, то она и не будет появляться. Вот просто я нигде больше не видел, чтобы кто-то рассказывал, как работать со вторичной тревогой. Все говорят про тревогу, терпите ее, терпите, ну там невыносимо. Поверьте, это еще хуже, чем когда тебя кроют панические атаки иногда. Понимаете, там накрыло, ты отпустила, там, ну и все. А здесь это, ну, 24/7 тебя постоянно насверлит. Она тебя вот, она как будто издевается над тобой, понимаете? Ее невыносимо. Вот ты просто, она и небольшая, но она до того едкая и невыносимая, что, ну, ее терпеть просто, вот я не мог. Она меня настолько доставала. И я стал думать, как мне вот ее обхитрить, как мне ее обмануть. Потому что я пробовал с ней бороться, это бесполезно, это борьба сам с собой. Чем больше ты с ней борешься, тем больше ты выматываешься. И это и есть момент, ты думаешь про эту тревогу. Тревогу можно только обесценить, когда ты про нее не думаешь. Но она все равно, ты постоянно наблюдаешь. И вот там я путем воображений, уже натренированных моих вещей, визуализация, я стал манипулировать этой тревогой. И вот тогда у меня перед ней стал убираться остальной этот страх. Потому что страшок запускает тревогу. И нужно убрать страх. Чтобы убрать страх, нужно перестать бояться тревоги. А перестаешь бояться тревоги, когда ты начинаешь ей манипулировать. Ну вот, как это делать, у меня в ролике есть 8-бальная тревога и ниже. Вот там я подробно рассказываю, как работать с тревогой от тревоги. Обруч на голове — это тревога. А как... все, да. Оно может сжимать, может наоборот как бы распирать. Это работает, это тревожный мозг. Он там вот тревожится, это тревога. Вот оно там абсолютно вот гудеть может, вот как будто у тебя там гул. Кто-то, особенно вот в этой части, потом ты начинаешь чувствовать вот за темечко, вот тут оно все. Потому что вот здесь у нас
находится вот этот шишковидный мозг. Вот он и тут. Но это будет потом. Сначала вся голова, она вот как будто у меня было, вот она сейчас у тебя лопнет. Там настолько вот этот гул, напряжение, там вот такое стоит, вот оно, ты даже ощущаешь, вот как будто оно там вибрирует в этой твоей башке все. Понимаете, там вот эти симптомы абсолютно разные могут быть. Поэтому вам нужно понять одно, усвоить одну вещь в этом расстройстве. Что бы с вами не происходило, учитесь не пугаться этого. Да, там ненормальности всякие происходят, но это игры разума. Это все делает тревога, это все делает ваш мозг. И поэтому, чем больше вы пугаетесь, тем сильнее это все проявления идут, понимаете? Учиться не пугаться этого, как бы будь что будет. Я уже когда к этому пришел, со мной разные вещи происходили, но я уже не пугался этого, я уже не реагировал. Вот ты идешь, вот у меня было, ты идешь, тебя вот торкает, бах, и ты поплыл, понимаете? Вот. И я уже это страхом не... Ну, это один я из моментов рассказал, что происходило, понимаете? Вот. Бессонница, конечно, тревога — это момент активности нашего организма. Это такой момент предвкушения опасности. Поэтому, когда нам угрожает опасность, какой нам сон? Точно так и какая нам еда. Вот поэтому у нас нет аппетита и у нас бессонница. Это все делает тревога. Тревога — это момент опасности. В этом расстройстве мы находимся в опасности круглосуточно. Изо дня в день. Нет, невролог здесь ни при чем. Невролог это физиологические, физиологические там зажимы, поражение нервной системы, понимаете? Здесь она не поражена, это тревога, невролог. Но он, может, какие-то знает тоже. Если они учатся, скажет вам, вам антидепрессанты пить надо. Вот и все, что он вам скажет. Невролог здесь это не его классификация. У меня начинается тревога от экстрасистол, от скачков давления. Елена Панченко. Елена, смотрите, мы сортировали, сделали программу, я там все рассказываю подробно. Там вы лучше будете понимать. Понимаете? Вот то, что вы у меня спрашиваете, там все есть. И там есть в подробных раскладах. Что, как, что делать и что происходит. Я там все рассказываю. Понимаете? Поэтому смотрите ролики, начнете понимать, осознавать. Подписывайтесь сразу. Становитесь у нас на канал, на программу. Чтобы воспользоваться программой, надо стать... У нас купить подписку на канал на месяц. Так, у меня начинается тревога от экстрасистолов, от скачков давления. Смотрите, экстрасистолы — это у нас сбой программы, и это как бы мозг посылает неправильный сигнал на работу нашего сердца. Вот что такое экстрасистол, понимаете? Вот он чик, вот этот нервный импульс нервный пошел, и вот он чик, и как бы раз там на доли секунды раз билось вот это сердце. Вот эти экстрасистолы, они происходят у всех людей, абсолютно у всех людей, когда человек начинает волноваться, переживать. Абсолютно у всех людей, поэтому страшного там ничего нету. Это не органическое поражение. А это неправильный нервный импульс мозг послал нашему сердцу на его работу. Там в доли секунд может происходить. Вот. Скачки давления — это то же самое, понимаете? Страх пошел, пошло давление. Вы, если в школе бегали на физкультуре, мы после физической нагрузки, нам же никто давление не мерил. Но если бы нам поверили давление, то оно там, наверное, тоже не маленькое было, понимаете? То те же самые процессы происходят при физической нагрузке.
вы получаетесь вот такой виртуальный спортсмен. Понимаете? То есть вы как бы своим мозгом делаете тот процесс, который происходит у спортсмена при физической нагрузке. Вот что происходит, понимаете? Точно такой процесс. Меня посадили на велосипед, когда я сердцем носился. И я начинал вот крутить, там мне скорости переключали. Я дошел до 4 степени. У меня шифонер поплыл, как бы там картина висела, и шифонер поплыл. И я махнул рукой, чтобы остановили. Не остановили. У меня давление поднялось, по-моему, 220, вот нижнее, не помню, я вот только у меня четко осталась вот эта цифра, 220 давления было, понимаете? И они мне сделали заключение, высокая толерантность к физическим нагрузкам, то есть высокая устойчивость к физическим нагрузкам. Я дошел до 4 степени, их было всего 6 степеней, я так понимаю, 6-я степень, может это уже степень каких-то спортсменов некого уровня. Я вот дошел до 4 степени. И они мне сделали такое заключение. Хотя я носился там с давлением, дома его мерил, у меня эти экстрасиз стало, это сердце чуть не выскакивает. Ну, когда поехал в больницу, меня на велосипеде прогнали, мне сказали, что ты здоровый, как конь ты будынский, понимаете? Я после того, как-то ситуацию эту постепенно увереннее стал, думаю, ё-моё, я думал, у меня там уже все поломалось, покрошилось, порвалось, там я уже еле живой хожу, там оно еще как бывало на стрессе как тряпочка, там как задергается, тебе кажется, ну, вот сейчас оторвется это сердце. А нет, блин, здоровый, как сердце здоровое, как оказалось, как у быка, вот. Вырастка паничка начала летом, да, началась летом, причем причину вы выявили, что происходило в вашей жизни до этого момента. Причина будет в совокупе работать, там все, вот, много работаешь, понимаете, потом из-за ошибок в мышлении переживаешь много, там, волнуешься. Вот оно все в совокупе накапливается, а потом просто она выстреливает. Она выстреливает абсолютно в любом состоянии, абсолютно. Ты можешь вот просто сидеть, пить чай, смотреть телевизор, и тебя просто вспышкой тебя накрывает. Вот и все. Она выстреливает, может, без причины. Нету некой такой ситуации, которая бы спровоцировала. Она абсолютно паническая атака может быть в спокойном состоянии. Вот. Это накопительная паническая атака, это уже результат, который выстреливает, в любом месте может выстрелить. Но это все результат накопленного стресса, понимаете? Я ваш подписчик. Ну, я знаю, Елена, наверное, что вы наш подписчик. Вот. Так, у меня начинает... Ну вот, так, сколько стало время? Уже 9 час. 20:20. Да, вот вы сегодня молодцы, у вас сильная активизация, поэтому... Ровно 2 часа уже почти. Да, поэтому наше время пролетело очень быстро, поэтому когда у нас уже может какой-нибудь когда-нибудь офис будет, там, я думаю, мы уже больше будем встречаться с вами, если вы будете нам помогать. Ну вот вам ссылочка на поддержку канала. В этом деле, если будете нам помогать, будем уже тогда встречаться чаще и больше времени проводить, понимаете? Вот. Вот, ну, вот как-то так. Все, спасибо за участие. Будем все заканчивать нашу трансляцию. Надеюсь.